Здравствуйте. Буду переделывать вот такой неплохо сохранившийся шуруповерт с никель-кадмиевых на литий-ионный аккумулятор. Для этого понадобится модуль контроля заряда для литий-ионных аккумуляторов, индикатор заряда и 3 аккумулятора 18650, так как шуруповерт у нас 12-вольтовый. Значит, что могу сказать по модулю? Данный модуль с балансиром на 60 ампер. Покупал на Алиэкспресс. Ссылок не даю, так как продавцы постоянно меняются, это бессмысленно. Индикатор. Такой вариант буду пробовать первый раз. Раньше делал вот таким образом. Ставил кнопку и ставил индикатор цифровой. Посмотрим, как поведет себя этот. У него шкала в процентах. Так, аккумуляторы у меня с разборки с хорошей остаточной емкостью в пределах 1700 миллиампер. Замерял я остаточную емкость вот таким прибором, который измеряет и остаточную емкость, напряжение, внутреннее сопротивление. Шуруповерт рабочий, но аккумулятор свой срок службы уже прошел. Разбираем. Значит, здесь шурупы под звездочку Т10. Дальше к контактной площадке припаяю минусовой провод. Он шел точечной сваркой к аккумулятору. Припаивать буду медным проводом на 1,5 квадрата. Такой же по сечению, как и существующий.
Вставляю в корпус. Теперь термоклеем зафиксирую контактную площадку. Удобнее это будет сделать вот таким образом. Паяльным феном разогрею клей. Подготовил модуль и аккумуляторы к монтажу. Аккумуляторы нужно паять с осторожностью, не перегревая, так как они боятся высоких температур. Вообще на Алиэкспресс продаются уже готовые сборки с приваренными пластинами на 3-4 аккумулятора. И такие же платы есть тоже на 14, на 16 вольт. В зависимости от того, на какое напряжение у вас шуруповерт. Вставлять буду сюда. Они как раз подходят таким образом хорошо по размеру. Схему подключения выложу вот в этом месте. Собрал. И при предварительной проверке, при включении шуруповерта, кратковременно моргала лампочка, шуруповерт даже не дергался, и плата уходила в защиту. Раньше я не использовал такие модули на 60 ампер. Причем у меня их было два. Второй вел себя аналогично. Начал разбираться и обнаружил решение данной проблемы. Ссылку оставлю в описании. Покажу вот на этой плате, будет более понятно. Значит, нужно поставить электролитический конденсатор в параллель керамическому. Конденсатор на 10 микрофарад. У меня 25 вольт. И все начинает прекрасно работать. Данная плата имеет раздельный вход на зарядку батареи Charge и выход на нагрузку Discharge.
Потому здесь поставил разъемчик под зарядное устройство. Потом в дальнейшем покажу. А выход будет подключаться вот на эту площадку. И еще имеет значение установка полярности конденсатора вот в таком положении, минус справа. Ну и оговорился, конденсатор тут на 50 вольт, 10 микрофарад. Раньше использовал вот такие модули на 40 ампер. У них подзарядка и нагрузка выполнены в одной цепи. Индикатор установил вот в этом месте. Тут особо нет вариантов. Не сильно эстетично, потому как корпус округлый. И подключил параллельно выходу нагрузки. Собрал. Вот так вот выглядит индикатор. Загорается на какое-то время. Показывает заряд в процентах. Отлично работает. Работает трещотка. Можно заняться блоком питания. Для зарядки литий-ионных аккумуляторов нужен специальный блок питания, который можно купить отдельно. Я буду переделывать из существующего. Нам нужно ограничить напряжение и ток для заряда данных аккумуляторов. Делать я это буду с помощью вот такого модуля понижения напряжения с возможностью ограничения по току, который можно купить на Алиэкспресс. Раскрутил блок питания и видим, что куда-то спрятать его в корпус нет возможности. Тут для этого нет места. Я буду
вставить его каким-то вот таким образом. Значит, подключил выводы на преобразователе. Находим здесь вход и выход, in и out. In подключаем к выводу блока питания, а out у нас пойдет на штекер. Здесь ничего переделывать не буду. Отпаяю вот эту контактную группу и к ее месту подпаяю преобразователь. Настроил модуль питания двумя потенциометрами. Один из них, вот этот, регулирует напряжение. Я выставил 13 вольт без нагрузки. Этот регулирует ток. Выставил 1 ампер. Значит, когда идет нагрузка, горит вот этот вот второй красненький светодиодик. Когда нагрузка пропадет, аккумуляторы зарядятся, он должен погаснуть. Этот будет гореть постоянно, первый. Сейчас ток 400 миллиампер и падает. Осталось все это облагородить. И ток. Блок питания оставлю в таком виде. Напряжение здесь безопасное. Заодно видна вся индикация. Шуруповерт должен прослужить еще не 1 год. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.